Друзья, здравствуйте. Нью-Йорк, Манхэттен, федеральная тюрьма Metropolitan Correctional Center. 10 августа 2019 года там находят повешенным человека, Джеффри Эпштейна. Известный нью-йоркский финансист и, как теперь выясняется, друг всех практически сильных мира сего, человек с огромными связями. Вот, значит, сидел он в камере и, представьте, самоубился. Буквально на следующий день старший судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон признала смерть Эпштейна самоубийством. Ну и сразу после того, как она это заявление сделала, началась волна просто заявлений о том, что как он мог вообще повеситься? Человек с такими связями. Человек, который столько всего знал. И потом, извините, в нью-йоркской тюрьме, да, где там все под видеонаблюдением, где там охранники, как же так ему повеситься-то дали? Так это и стало главной, наверное, конспирологической теорией, что либо его убили, либо инициировали самоубийство, и Эпштейн сейчас где-то на свободе и где-нибудь в какой-то другой стране под другим именем прекрасно себе живет. А тюрьму закрыли в 2021 году. Сейчас на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки выложили огромное количество файлов переписки Эпштейна со всеми. И сразу оговорюсь, мы сейчас готовим огромное досье Эпштейна. Мы зарылись в эти файлы, мы делаем исследования, у нас будет отдельный выпуск про Джеффри Эпштейна. Начинаю я с этого человека не случайно. Просто сводить его историю к тому, что, значит, у него был частный остров, где элитарии со всего мира проводили досуг с совершеннолетними и несовершеннолетними, занимались там не то оргиями, не то кровавыми сатанинскими ритуалами. Вот сводить к этому не хотелось бы, потому что, как показывает переписка Эпштейна, он был таким man in between, то есть посредником, человеком, который находился в центре сложнейшей паутины людей из королевских семей, финансистов, бизнесменов, предпринимателей, политиков, дипломатов. В общем, всех тех, кого принято называть в конспирологических теориях, а может уже теперь и нет никакой конспирологии, может это и правда, всех тех, кого принято называть мировым правительством. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Давайте посмотрим на историю Эпштейна с другой стороны. Вот примеры связей, подтвержденные документами. Вместе с Трампом они проводили много времени в начале нулевых и даже собирали деньги на предвыборную кампанию Билла Клинтона. Дружба Эпштейна с Гейтсом чуть ли не привела к разводу последнего с его женой после 27 лет брака. Но мы не будем, конечно, зацикливаться на том, что Гейтса на одной из таких вечеринок заразили сифилисом. Нам интереснее другое. В 2017 году Эпштейн пишет Гейтсу письмо с рекомендациями по моделированию пандемии. То есть за 3 года до начала вспышки COVID-19. В этом письме отдельно подчеркивалась задача подработки технических спецификаций для пандемии штампов. Или вот, например, в переписке 16-18 годов инвестор и программист Брайан Бишоп обсуждал с Эпштейном идеи генетической инженерии и, что называется, дизайнерских младенцев. Бишоп сообщал об экспериментах с флуоресцентной модификацией человеческой спермы. В одном из писем Эпштейн высказывался о переносе эмбриона и ожидании результата беременности. Вот послушайте эту чудовищную цитату. «Мне нравится имплантировать эмбрион, ждать 9 месяцев. Отличный конец». Дальше. Существуют прямые доказательства встречи, общения Эпштейна с бывшим премьер-министром Норвегии Ягландом, когда он занимал пост генерального секретаря Совета Европы. В одном из писем он пишет, что необходимо сделать все, чтобы российский рубль, а не китайский юань, стал следующей мировой валютой. Или вот уже послание Эпштейна американскому профессору и писателю Нааму Хомски, в котором он требует, чтобы тот немедленно приехал на остров, где они будут с Ягландом в окружении девушек в течение недели. Потому как именно премьер Норвегии будет решать, кому присуждать Нобелевскую премию мира. А это бы Хомски не помешало. И тут мы с вами подходим к самому главному. В одной из своих записей в личном дневнике Эпштейн называет себя центром подземного Давоса. Давос — это горнолыжный курорт в Швейцарии, где вот уже больше 50 лет проводится знаменитый экономический форум. Ну, об этом мы сегодня еще очень подробно поговорим. А так, по факту, что
остров Эпштейна, что Снежные Альпы, принцип один. Не случайно в этом году на Всемирном экономическом форуме работали 4000 девушек низкой социальной ответственностью. Мировой рекорд. Когда мы говорим о мировом закулисье, важно понимать, что это не масонская ложа, это сеть. Деньги, связи, компромат, технологии и прагматизм. Трамп, Гейтс, Сорос, Ротшильды – это игроки, которые работают быстрее, чем старая система. А Эпштейн показал, когда старые правила и схемы не работают, надо создавать свои. И в этих своих правилах нет места для всех, только для тех, у кого есть входной билет. И сегодня мы обо всех этих людях и организациях будем рассказывать, опираясь только на факты. Никакой конспирологии, никакой теории заговора. Мы поговорим о том, как на наших глазах меняется сама логика управления миром. И почему вопрос, кто нами сегодня управляет, звучит актуальней, чем когда-либо. Ежегодно на карте столицы появляются новые жилые объекты. Но особое внимание привлекают те комплексы, которые сочетают в себе современные и технологичные решения, при этом органично дополняя сложившуюся архитектуру города. Яркий пример — это новый современный квартал «Слава» от МР и ВПРФ, который расположился всего в 5 минутах пешком от станции метро «Белорусская». Архитектура премиального квартала разработана 3 международными бюро. Первая очередь проекта «Слава» — это апартаменты, которые архитекторы британского Dyer гармонично вписали в линию Ленинградского проспекта. Вторая очередь — это 4 жилые башни с квартирами, из окон которых открываются панорамные виды на Тверскую и исторический центр. Их проектировал Хельмут Ян, отец небоскребов, ученик величайшего архитектора 20 века Миса ван дер Роя. Рядом с жилым комплексом расположены 3 офисных здания «Слава» авторства японского бюро Никкен Сиккей. В пешей доступности от «Слава» Патриаршие пруды, музей русского импрессионизма, гастрономический кластер «Депо», деловой квартал «Белая площадь» и многие другие знаковые точки. В рамках проекта также построят пешеходный мост, уникальное общественное пространство над железной дорогой. В первой очереди уже открыты рестораны, кофейня и спортивные студии. Совсем скоро на территории «Слава» появится образовательный центр и фитнес-зал с бассейном. Продуманная и приватная инфраструктура. Лобби-бар, кинотеатр и собственный парк площадью почти 8 гектаров с амфитеатром, неспадающим фонтаном, детскими и спортивными площадками. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас, чтобы узнать больше о жизни в премиальном городском квартале «Слава». Вернемся в Давос. В этом году главной звездой очередного экономического форума стал Дональд Трамп. Как мы уже сказали, он упоминается более 3000 раз в файлах Эпштейна. Но справедливости ради, все их контакты заканчиваются в 2002 году, когда в одном из писем он просто запрещает приближаться к себе на расстоянии пушечного выстрела. Скандальный элитарно-сексуальный клуб Эпштейна Трампа явно не устраивает. И что? Правильно? Он хочет создать свой собственный и на совершенно других условиях. И вот в Давосе он под вспышками камер представляет всем собравшимся документ под названием «Устав Совета мира». Американский президент подписывает его широким уверенным росчерком и держит бумагу как трофей. Льет шампанское, улыбки, но атмосфера вообще очень странная. Все понимают, что это не рядовая церемония. Это буквально вызов старой системе. Трамп утверждает, что Совет мира будет одной из самых важных организаций, когда-либо созданных. И добавляет, Организация Объединенных Наций должна была обеспечивать мир, но она не справилась. Она стала предвзятой, неэффективной, а вот Совет мира справится. Большинство стран идею Совета мира отметают сразу. Это какой-то частный клуб, да еще за место надо платить $1 миллиард, да еще Трамп будет в этом клубе пожизненным председателем. Это какой-то имперский двор из «Звездных войн», а не инструмент мировой безопасности. Но главный вопрос, который повисает над Альпами, таков. Если президент США создает альтернативную структуру прямо на глазах у мировой элиты, значит ли это, что существующие механизмы глобального управления трещат по швам?
Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что мировой порядок устроен сложно. В нем существуют сотни международных организаций, десятки форумов, тысячи саммитов. И при этом все чаще возникает ощущение, что решения принимают другие люди в другом месте. И что остров Эпштейна — это вот как раз одно из тех мест, куда журналистов не зовут, о которых пресс-релизы не пишут и итоговые резолюции там не публикуют. По факту, первая попытка коллективного управления миром случилась задолго до появления ООН. После Первой мировой войны человечество оказалось в состоянии, которое сегодня мы назвали экзистенциальным кризисом. Миллионы погибших, рухнувшие империи, старая система международных отношений работать перестала. И ответом на этот шок стала Лига наций. Организация, которая должна была сделать войны не просто нежелательными, а вообще невозможными. 28 июня 1919 года Версальский дворец, знаменитая зеркальная галерея, где в 17 веке Людовик XIV свои пышные балы устраивал. А теперь американский президент Вудро Вильсон. В его руках манифест из 14 пунктов, который должен закончить войны навсегда. Так рождается Лига наций. Это была первая в истории попытка создать глобальный институт, который должен был предотвращать конфликты, решать споры миром и наказывать агрессоров. Вильсон свято верит, что если народы договорятся о правилах, а международное право будет стоять выше национальных амбиций, то войны просто перестанут существовать. Ну, звучит это, конечно, красиво, как, впрочем, и все, что придумывают утописты. В теории все выглядело безупречно, а вот на практике Лига наций оказалась собранием хороших намерений, без реальных инструментов. У нее не было собственной армии, не было механизмов принуждения, не было даже политического веса, достаточно для того, чтобы остановить будущего агрессора. Самый показательный момент — это когда США, то есть главный архитектор Лиги, так и не вступил в нее. Почему? Просто Сенат заблокировал ратификацию, по сути, кинул своего президента. А без Америки, на тот момент самого сильного игрока, Лига сразу превратилась в клуб европейских держав, которые и без того друг друга ненавидят. Германия вступает в 26-м, но через 6 лет Гитлер демонстративно оттуда выходит. В 34-м, напротив, в Лигу вступает Советский Союз. Но после нападения на Финляндию в 39-м Советский Союз из организации исключают. Как писал Сталин, Лига наций при нынешних условиях есть дом свиданий для империалистических заправил, обделывающих свои дела за кулисами. Друзья, очень короткий анонс. У меня в руках первый номер журнала «Чтиво» в этом году. На самом деле, конечно, он 10-й. По мере того, как мы делали предыдущие 9 номеров, я постоянно получал вопросы. А почему нет женщины на обложке? Чего вы женщин не ставите? Вы что, мизогины, что ли? Может, какой-то у вас хитрый план? У нас никакого хитрого плана не было. Просто так вышло. Сейчас мы исправляемся. И новый номер мы полностью посвятили женщинам. На обложке Юлия Меньшова. Телеведущая, актриса и огромный блогер, который я давал интервью в прошлом году. С Юлей у нас получился очень теплый и очень честный разговор о том, как это вообще расти с известной фамилией, как сделать себя самой, как строить отношения в семье, и так далее. Очень интересное большое интервью. Внутри еще 4 интервью, которые мы записали с женщинами из самых разных сфер. Это не разговоры о girl power, о мужском мире. Это диалоги взрослых людей о том, что нам близко, что нам интересно, о деньгах, о славе, о возрасте, о детях и вообще о многом другом. На страницах журнала вы, конечно, найдете и другие материалы. Мы долго искали, нашли следы амазонок в евразийской степи и в современной поп-культуре. Мы выяснили, какими писали женщин великие авторы прошлого, от Тургенева до Дюма-старшего. Рассказали о том, как столетиями иностранцы видели русскую красавицу. И, наконец, ответили на вечный вопрос. Почему, если женщина, то сразу ведьма? Предзаказ уже можно оформить на Озон. Ссылку оставляю в описании. Лига наций наблюдала, как Япония просто захватывает Манчжурию, как Италия вторгается в Эфиопию, как Германия шаг за шагом демонтирует Версальскую систему. Все она фиксировала, все обсуждала
и ничего она не предотвратила. Ну, финал, конечно, был предсказуем. Вторая мировая стала приговором первому глобальному проекту коллективной безопасности. 1 января 1942 года, то есть самый разгар Второй мировой, когда до ощутимого перевеса над Германией было еще ох как далеко, появляется Декларация Объединенных Наций. Подписали ее 4 государства: Советский Союз, США, Великобритания и Китай. Они обязались задействовать все свои военные и экономические ресурсы против стран гитлеровской коалиции и никогда не заключать с ними сепаратного мира. Спустя 3 года, когда война уже закончилась, в Сан-Франциско устав новой Организации Объединенных Наций подписывают 5 стран. Справедливости ради, после 2 мировых войн мало кто верил, что вообще получится сделать какую-то там международную организацию, она будет там права человека отстаивать, мир защищать, и будет она эффективной. Все очень хорошо помнили вот эту эффективность Лиги наций. Но все-таки в этот раз к делу подошли серьезней. Был создан Совет Безопасности с 5 постоянными членами: США, Советский Союз, Великобритания, Китай и Франция. При этом каждая из 5 стран обладала правом вето. Появилась Генеральная Ассамблея, для обсуждения создали экономический и социальный совет. Ну а дальше по списку целый набор институций, такие как Всемирная организация труда, здравоохранение, ЮНЕСКО. Это был своего рода компромисс между идеализмом и реальной политикой. Мир признавал очевидное: равенства между государствами не существует, и лучше застолбить это официально, чем делать вид, что все играют по одним правилам. Значит, давайте с вами зафиксируем. ООН задумывалась как инструмент сдерживания по предотвращению катастроф. Именно здесь решается, что считать агрессией, кого наказывать, кого защищать. Только вот право вето, задуманное как гарантия стабильности, превратилось в главный тормоз системы. Любое серьезное решение стало заложником интересов нескольких государств. Конфликты перестали быть вопросом морали или международного права. Они фактически стали предметом торга, причем с самых первых дней существования ООН. Советский Союз блокировал все, что не нравилось Москве, Америка все, что угрожало их интересам. Значит, Корейская война получает одобрение только потому, что Советский Союз бойкотировал заседание Совбеза. Во время Суэцкого кризиса 1956 года правом вето воспользовались Франция и Великобритания. Ну а дальше поехала по нарастающей: Вьетнам, Афганистан, Ближний Восток, бывшая Югославия. Бесконечные осуждения, резолюции, все это никто не выполняет. Зато растет бюрократия, растет бюджет. 1000 сотрудников в Нью-Йорке, в Женеве, в Вене, миллиарды долларов на содержание аппарата, мирные миссии с участием международных сил безопасности, голубые каски. Они, конечно, редко кого спасают, чаще всего это заканчивается скандалами. И все эти годы Организация Объединенных Наций остается фасадом. Красивым, дорогим, но ни на что не способным. Со временем проблем стал уже системой. Мир менялся быстрее, чем менялась дипломатия. Экономические кризисы, технологический рывок, частный капитал, который превышал по своим масштабам бюджеты целых стран, а то и континентов. Все это стало выходить за рамки классической межгосударственной логики. Именно в этот момент государства начали искать обходные маршруты. Не отменяя официальный институт, потому что это слишком рискованно, но все чаще решая ключевые вопросы за их пределами. И так появились большие семерки, двадцатки, БРИКС, закрытые встречи без протоколов. Так возник парадокс современной глобальной политики. Формально Центр управления миром все еще существует. У него есть здание, флаги, устав, цели, генеральный секретарь. Но фактически все больше решений принимается вне этой системы. И именно здесь начинается та самая закулиса, о которой так любят говорить конспирологи. Когда формальная власть теряет эффективность, ее место занимает власть неформальная. Тем более при таком раскладе формировать повестку, договариваться проще. Проще без лишних свидетелей и без лишних формальностей. И вот теперь настало время рассказать обо всех этих неформальных тусовках и их лидерах. И первым в этом списке, конечно же, Всемирный экономический форум в Давосе. Давос уже давно стал тем самым пространством, где обсуждают будущее мира без необходимости оформлять эти разговоры в виде резолюции. К слову сказать, Джеффри Эпштейн много раз бывал на этих форумах.
Последний раз был в 2019 году, за полгода до своего повторного ареста, который привел его к смерти в тюремной камере. Тогда Эпштейн приехал в Давос по приглашению украинской делегации. Вообще, с 19 века, что такое Давос? Это излюбленное место отдыха европейской элиты. Российские народовольцы, социал-демократы, все очень любили они отдых в швейцарских Альпах. Здесь, в тиши горных склонов, вообще очень хорошо думать о судьбах мира и о судьбах будущей мировой революции. Здесь, в Давосе, например, лечился от туберкулеза великий князь Дмитрий Павлович, внук императора Александра II, который вместе с Феликсом Юсуповым участвовал в подготовке убийства Григория Распутина. Кроме того, здесь, в швейцарских Альпах, всегда катались на лыжах монархи Швеции и Нидерландов. Тут же проводили каникулы тогда еще британский принц Чарльз, например. А все потому, что именно в Давосе в 1934-м открыли первый в мире бугельный подъемник, что стало настоящей горнолыжной революцией. Изобретение швейцарского инженера с говорящей фамилией Помогальски позволяло быстро подниматься наверх и не тратить на это полдня, как это было раньше. Вот и основатель форума, и до недавнего времени его бессменный руководитель Клаус Шваб, тоже, кстати, инженер по образованию, одним из первых быстро смекнул, что глобальный-то мир нуждается вот в таком бугеле, в непубличном механизме управления. По его мнению, Давос — это неформальный элитный клуб тех, кому вверх карабкаться не нужно. Они и так уже наверху. Шваб родился в 1938 году в немецком городе Равенсбург, где отец его работал коммерческим директором завода, производящим турбины для нацистской военной промышленности. Этого факта оказалось недостаточно, чтобы его после войны признали причастным к преступлениям гитлеровского режима. Впрочем, семейную связь с нацистами еще очень долго будут припоминать сыну. Молодой Клаус Шваб изучал машиностроение, изучал экономику, изучал все это в Швейцарии, а государственное управление изучал уже в Гарварде. После этого в течение 4 лет он входил в совет директоров компании Escher Wyss, на которую работал его отец. И именно тогда он придумал дело своей жизни. Официальным языком первой встречи Давосского тогда еще клуба был французский. Участники в тот год могли курить прямо в конференц-зале. И многие из них впервые открывали неведомое до сих пор приспособление – телекс. Мероприятие, грант на проведение которого Шваб получил от Еврокомиссии, оказалось успешным. Участники были очень довольны общением, а организаторы неплохо заработали. Поэтому саммит в Давосе решили устраивать каждый год. А сейчас, как я уже сказал, это престижный клуб по интересам сильных мира сего. И ведь именно здесь, например, впервые лицом к лицу встретились лидеры Палестины и Израиля Арафат и Перес. Или, например, южноафриканский президент де Клерк с будущим главой ЮАР Нельсоном Манделой. Здесь в 1988 году подписана декларация между Грецией и Турцией, которая помогла предотвратить войну между этими странами. Именно в Давосе зимой 1996 года российские олигархи договорились о том, что будут поддерживать переизбрание Ельцина на второй срок. Кроме того, в Давос постоянно приглашали звезд мирового шоу-бизнеса. Чего стоит, например, один аукцион по сбору средств детям голодающей Африки, когда за 10 минут Шерон Стоун, Питер Гэбриэл и Ричард Гир собрали сотни тысяч долларов, а сидящий на сцене президент Танзании рыдал в голос. Так что со временем Давосский форум превратился не просто в имиджевый бренд. Миллионы долларов на личных или корпоративных счетах не дадут вам права сюда попасть. Это право нужно заслужить. И именно поэтому Давос часто путают с чем-то вроде мирового правительства. А может и не путают. Хотя на самом деле никогда он вроде правительством и не был. Давос не управляет миром, он показывает баланс сил. Он показывает, кто сегодня влияет на повестку, какие темы считаются важными, какие неважными. Хотя, конечно, есть и явные перегибы. После коронавируса Шваб и компании выпустили манифест о великой перезагрузке. Любой кризис – это шанс перестроить экономику, общество, экологию. Критики, конечно, заорали. Элита хочет нас поработить. Когда же она не хотела нас поработить? Дальше больше. В 24-м Шваба и всю его компанию обвинили в расизме, незаконных увольнениях и сексуальных домогательствах. Все это привело к тому, что Шваб вынужден был покинуть пост председателя форума в
прошлом году. А швейцарская прокуратура до сих пор проводит многочисленные проверки. Дело в том, что помимо того, что Шваб получал за руководство форумом зарплату, небольшую, 1 миллион швейцарских франков в год, чепуху, чаевые. Плюс, конечно, представительские расходы на питание, на безопасность, на полеты по всему миру. Кроме этого, Давосский форум еще и фактически выступал в качестве венчурного фонда, инвестируя деньги в коммерческие предприятия племянника Клауса Ганса Шваба. Кроме того, жесткой критике подверглась и сама концепция саммитов. Например, политолог Сэмюэл Хантингтон в 2004 году придумал даже специальный термин «человек из Давоса». Это тот, кто на публике отстаивает одни ценности, а именно инклюзивность, равноправие, равенство, а в реальной жизни ведет себя по-другому, а именно не платит налоги, борется с антимонопольным законодательством, и так далее. Интересно, что имя Клауса Шваба ни разу не упоминается в файлах Эпштейна. Зато вот его сменщик, бывший министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде, там засветился неоднократно и не в самом лучшем свете. Так что расследование теперь займется ИИ. Но Давос, в отличие от острова Эпштейна, все-таки публичен. Там есть официальные выступления, журналисты, прямые трансляции. А есть, например, одно, вроде бы вполне пристойное место, где все еще тише и закрытие. Раз в год самые могущественные люди планеты собираются на несколько дней подальше от любопытных глаз. Так заседает Бильдербергский клуб. Организация, о которых говорят гораздо реже, но с куда большим подозрением. В отличие от Давоса, Бильдерберг сразу создавался как закрытый формат. Первая встреча прошла в 1954 году в разгар Холодной войны. И главной задачей было не управление миром, а предотвращение раскола между Америкой и Европой и укрепление единства против советской угрозы. Тогда, например, принц Нидерландов Бернхард предложил влиятельнейшим политикам и бизнесменам из Америки и Европы встретиться в крошечном городке Остербек, что в Нидерландах, в отеле под названием Бильдерберг. Это вообще абсолютная глушь. От Амстердама, 90 километров. Ближайшая автотрасса в 10 километрах. Вокруг лес и тишина. На первую сходку пригласили 50 человек из 11 стран. Утверждается, что списки лично составлял принц Нидерландов вместе с главой ЦРУ. А затем финальный лист уже утверждали отцы-основатели клуба. Кто это такие? Дэвид Рокфеллер и Генри Киссинджер. Идея такой вот тайной встречи была довольно простой. Сильные мира сего, с глазу на глаз, в непринужденной обстановке, за бокалом, должны были обсуждать мировые проблемы. Встреча продолжалась 3 дня. Прессу не допускали. С тех пор ежегодно, в мае или в июне, в каком-нибудь тихом отеле Европы или Америки собирается 100-150 гостей. По традиции, самая большая делегация у американцев. Нет никакой повестки дня, которую где-нибудь там заранее публиковали. Темы разговоров уже после заседания более чем лаконично, если не издевательски, публикуются в интернете. Звучат они так: о России, о Китае, об экономическом кризисе. 0 подробностей, 0 деталей. 0 прессы, 0 официальных заявлений. Только беседы за закрытыми дверями. По правилу Чатам-хауса. Это когда можно использовать информацию, но нельзя раскрывать, кто именно ее источник. Постоянных членов Бильдерберга, а таких несколько десятков человек, называют непрозрачным мировым куполом. Этому куполу приписывают, невероятную, феноменальную возможность влиять на мировой порядок. Именно на заседаниях Бильдерберга в конце 50-х обсуждали создание Европейского экономического сообщества, прообраза будущего Евросоюза. Здесь до сих пор отстраивают все стратегии НАТО. В 1991 году туда позвали мало кому известного губернатора штата Арканзас по имени Билл Клинтон. А уже через год он заехал в Белый дом, якобы лично поддержанный отцом-основателем клуба Дэвидом Рокфеллером. Или вот в 90-м Маргарет Тэтчер спешно уезжает с заседания клуба, чем-то сильно раздраженная. Вскоре она покидает кресло британского премьер-министра и навсегда покидает политику. В 2004 году главой Еврокомиссии неожиданно становится премьер-министр
не самой влиятельной страны Европы, Португалии. Его зовут Жозе Мануэл Барозу. Перед назначением его специально возили на смотрины с Бильдербергами. Ну и из последнего, участник клуба, которого за глаза зовут мальчиком Ротшильдов, Эммануэль Макрон, однажды появившись на сессии клуба, через год стал президентом Франции. Ну как тут не поверить, что именно эти люди правят миром? Один из основателей клуба о встречах Бильдербергов отзывался восторженно. Это самые результативные заседания, которые я когда-либо посещал. Конфиденциальность, мол, дает возможность говорить прямо и принимать быстрые решения. Конечно, находились скептики, которые возражали: да что вы там придумываете-то? Это просто ужины богатых и влиятельных. Единственное решение, вообще, которое эти люди принимают, это мясо или рыба, красное вино или белое вино. Но все изменилось в один день. 8 июня 1991 года Дэвид Рокфеллер сделал потрясающее по своему цинизму заявление. Цитата. «Мы благодарны Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, Time Magazine и другим крупным изданиям, чьи директора посещали наши встречи и уважали свое обещание сохранить конфиденциальность на протяжении 40 лет. Нам было бы невозможно разработать наш план для всего мира, если бы он предан был огласке в те годы. Но теперь мир стал сложнее, и он готов идти к мировому правительству». Вот ровно так, ни больше, ни меньше. Мировое правительство. И в этом официально признались 35 лет назад. Но по факту Бильдерберг — это скорее не штаб, а переговорная. И в этом смысле он даже гораздо честнее, чем многие официальные институты. Здесь никто ни от кого ничего не скрывает, не делает вид, что все здесь равны. Здесь собираются те, кто и так влияет на мир, чтобы понять, как вообще можно далеко зайти, как не разрушить систему окончательно. И если Давос — это витрина, где элита показывает, что она думает о будущем, то Бильдерберг — это кулуары, где она договаривается, как это будущее сконструировать. Оба места доказывают одно. Когда Организация Объединенных Наций вязнет в процедурах и праве вето, когда власти боятся сказать лишнее слово, элита находит свои каналы, и эти каналы работают гораздо эффективнее. Что касается Эпштейна, то не существует прямых документальных доказательств, что он лично посещал бильдербергские сборища. Однако Эпштейн был тесно связан с рядом лиц, которые входили и входят в высшие эшелоны мировой политической и финансовой элиты, которая часто ассоциируется с деятельностью этого клуба. О них мы сейчас и поговорим. Ну, я упомянул Дэвида Рокфеллера. Кстати, про весь олигархический клан Рокфеллеров у нас есть выпуск на канале. Посмотрите, если вы его еще не видели. Помимо того, что Дэвид сам был долларовым миллиардером, на протяжении многих лет руководившим крупнейшим Chase Manhattan банком, помимо того, что он был одним из внуков основателя династии нефтяных магнатов и вообще первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil. В начале нулевых именно Дэвид Рокфеллер пригласил Эпштейна в совет Рокфеллерского университета в Нью-Йорке в качестве главного специалиста по финансовым экспертизам. Эпштейн даже утверждал, что лично управляет всеми активами Рокфеллеров. Ну, впрочем, это никогда не было доказано. Но зато в те же годы Эпштейна ввели в состав так называемой трехсторонней комиссии. Что это такое? Это такая элитная неправительственная группа, созданная как филиал Бильдербергского клуба. Создана она Рокфеллером, Киссинджером и Бжезинским. Именно этой комиссии приписывают, например, разработку концепции мировой экономической глобализации. В комиссию Эпштейна взяли только после того, как он пожертвовал несколько миллионов долларов. Сети, как мы помним, надо расставлять везде. Что же касается и этой комиссии, и Бильдербергского клуба, то в них из семей Рокфеллеров состоял только Дэвид. Другие члены семьи входили в другую, не менее престижную закрытую организацию – «Череп и кости». «Череп и кости» – это тайное общество, которое помимо миллиардеров было связано сразу с несколькими американскими президентами. Мрачное здание его штаб-квартиры, буквально как будто специально построено так, чтобы туда проникало поменьше света. Стоит это здание в самом
центре кампуса Ельского университета. Местные называют его просто «могила». На традиционно закрытых дверях табличка с требованием предъявить членскую карточку. Официально череп и кости считается старейшим студенческим обществом. Вступить туда можно только в годы обучения в Еле. Но возьмут, опять же, не каждого. Возьмут исключительно детей богатых и успешных, и только тех, за которых могут поручиться уже действующие члены. Они, к слову, готовы сразу устроить новичкам суровую проверку. Судя по скупым рассказам, ритуалы посвящения выглядят так. Соискатель раздевается догола и ложится в гроб, и оттуда во всех деталях рассказывает собравшимся свои личные тайны, включая сексуальные. После этого его избивают, валяют в грязи, все так же голым. Ну, согласитесь, напоминает это все фрагмент какой-нибудь глупой молодежной комедии, нежели собрание организаций, которые типа тайно правит миром. Но, как выясняется, через этот дурацкий ритуал прошли два американских президента. Буш-отец и Буш-сын. Или бывший госсекретарь Джон Керри. Для Бушей череп и кости вообще буквально родовое гнездо. Тут заседал даже дед Джорджа Буша-младшего, Прескотт. Прескотт прославился тем, что во время назначенного ему испытания во имя братства выкрал череп знаменитого вождя апачей Джеронима, одного из символов борьбы индейцев против белых. Когда оскорбленное племя сказало: верните череп-то обратно апачам, им подсунули какой-то другой череп, по слухам, череп какого-то ребенка. А украденный, опять же по слухам, используется до сих пор во время ритуалов братства. Студенческие хохмы не отменяют главного. Череп и кости взрастили не только двух президентов, но и председателей Верховного суда, госсекретарей, прокуроров, военных министров, промышленников, бизнесменов, которые уже, типа 150 лет определяют, как жить и Америке, и остальному миру. Удивительно, что за столь продолжительное время никто так и не проболтался о царящих внутри клуба порядках. Известно лишь, что патриархи передают опыт младшим, а те, в свою очередь, всегда могут попросить у общества поддержки. Вот такой вот тайный междусобойчик. В общем, Давосский клуб, Бильдербергский клуб, трехсторонняя комиссия, череп и кости. Все это организации с очень разной историей, обычаями, но объединены они общим стремлением, а именно добиться как можно большего политического влияния, стараясь менять мир, конечно, под себя. Пожалуй, единственное, что мешает им достичь еще большего успеха, это отсутствие жесткой вертикали власти. И вот тогда на поверхность вылезают уже конкретные люди, кого приверженцы теории заговора называют не иначе как кукловодами. Вообще, когда государственные институты буксуют, в игру почти неизбежно вступают частные деньги. Причем, поймите правильно, это не заговор, это не тайный план, это просто логика системы. Там, где нужны быстрые решения, где нужно брать ответственность, появляется тот, кто готов платить за результат. Так в глобальной политике возникают фигуры, которых никто не выбирал, но они влияют на повестку сильнее многих избранных. Расцвет Эпштейна, как мы помним, это 90-е, это нулевые, но задолго до него одним из первых, кто понял этот механизм, был знаменитый Джордж Сорос. И начинал он вовсе не с миллиардов, а с выживания. Дьерть Шварц, так при рождении звали Сороса, появился на свет в 30-м году в состоятельной еврейской семье в Будапеште. Отец его успешный адвокат, бывший офицер австро-венгерской армии. В Первую мировую войну он попал в плен к русским. Его отправили в Сибирь, он умудрился оттуда сбежать в Будапешт. И он всегда следовал принципу: системы ломаются, если знать, как их обходить. Этот принцип он передал своему сыну. Нацистская оккупация Венгрии и всю Вторую мировую войну Сорос пережил на родине по подложным документам, которые ему добыл глава семейства. Семейство тогда уже звалось Шорош. В 1947 году уже не Дьерди, а Джордж, и не Шварц, а Сорос переехал в Лондон. Там он поступает в Лондонскую школу экономики. В ней он учится у австрийского философа знаменитого Карла Поппера, чья книга «Открытое общество и его враги» буквально стала для Сороса Библией. Поппер утверждал, что человек не может знать правду, он может лишь пробираться к ней мелкими шажками, на ощупь, сквозь тернии проб и ошибок.
После окончания школы Сорос какое-то время работал на каких-то там малооплачиваемых работах, даже дамские сумочки продавал где-то на севере Уэльса и отправлял резюме во все инвестиционные банки Лондона. В общем, Сорос отправлял резюме, все это было безрезультатно, связи у него никаких не было. Наконец, ему удалось получить должность в брокерской компании одного венгерского иммигранта. В 1956 году, после разных приключений, Сорос переехал в Нью-Йорк. Там он начал работать на Уолл-стрит, и в 1969 году он создал первый хедж-фонд Double Eagle. И вот тут Сорос начинает поражать всех своим провидением. Он, например, первым заметил, что арабо-израильская война 1973 года повысит привлекательность акций оборонной промышленности. Тоже мне бином Ньютона. Дело в том, что качество боевой техники Советского Союза, которую Египет использовал в войне, оказалось значительно выше ожиданий. Так вот, Сорос предугадал, что Пентагон убедит Конгресс США инвестировать в боевую технику, чтобы наверстать упущенное. И Сорос вложил огромные деньги в акции оборонных компаний Америки. К началу 1981 года Сорос достиг такого успеха, о котором мечтать не мог. Его хедж-фонд, переименованный в 1978 году в Quantum, накопил $381 миллион, увеличив начальный капитал примерно в 100 раз. Ну а поистине всемирную известность приобрел он осенью 1992 года, когда обрушил спекулятивной атакой британский фунт стерлингов и сорвал миллиард за один день. День этот впоследствии назвали черной средой. Именно тогда Сорос показал, систему можно сломать, если правильно рассчитать. Вообще, Сорос очень рано пришел к выводу, что деньги – это не только инструмент обогащения, это способ менять общество. В отличие от классических миллиардеров, Сорос никогда не ограничивался ролью спонсора. Его интересовала архитектура влияния. Поэтому уже с начала 80-х годов он создает сеть фондов под названием «Открытое общество». За все эти годы он туда вложил более $3 миллиардов. Ну, вроде как в поддержку демократии, в поддержку прав человека, независимых СМИ, образования, борьбы с коррупцией. Внимание, аж в 120 странах. Ну, сначала это были, например, стипендии чернокожим студентам ЮАР во время апартеида, потом диссидентам в Восточной Европе. В 1984-м ему каким-то образом позволили создать первый фонд в социалистической Венгрии, затем Чехословакия, Польша и в финале Советский Союз. Его влияние проявляется в том, как эти гранты меняют политику. НКО, которые он финансирует, лоббируют законы, организовывают протесты, формируют общественное мнение. Когда критики кричат о цветных революциях, Сорос им отвечает: «Я даю гранты тем, кто хочет изменений. Что они с ними делают, это уже их дело». В итоге его сеть влияет на глобальную повестку, заполняя пробелы, где государства не справляются или не успевают вмешиваться. Однажды Сорос сказал о себе, что он просто пытается согнуть арку истории в правильном направлении. И это не пустое бахвальство со стороны миллиардера, которого ветеран дипломатической службы Америки Мортон Абрамовец в свое время назвал единственным частным гражданином, проводящим свою собственную внешнюю политику. И который в 1994 году, то есть через 3 года после распада Советского Союза, предлагал нью-йоркскому журналу The New Republic просто написать, что бывшая Советская империя называется теперь империей Сороса. Репортер издания сопровождал его тогда в поездке по Восточной Европе, в ходе которой Сорос на завтрак встречался с президентом Молдовы, на ужин с президентом Болгарии, а румынского лидера вообще пропустил из-за нехватки времени. Именно это и делает его фигурой раздражающей. Сороса критикуют не за тайные заговоры, а за слишком явное вмешательство в идеологическое поле. Он этого, кстати, не отрицает. В свои 95 лет, имея только на личных счетах $8 миллиардов, он ломает привычную модель неформального влияния. И невозможно этого не замечать. Если Сорос, которого в контакте с Эпштейном не заметили, Эпштейна он просто презирал. Так вот, если Сорос — это влияние через идеи, гранты и институты, то еще один герой нашего сегодняшнего выпуска, который попал в досье Эпштейна, влияет на нашу с вами жизнь через технологии, науку и глобальное партнерство. Его зовут
Билл Гейтс. Его имя, давно уже вышло за пределы мира технологий. Для одних он гуру-спаситель, который начал вообще-то компьютерную эпоху. Для других символ тайных заговоров, чипирования, глобального контроля над людьми. За всеми этими мифами стоит человек, чья одержимость программированием началась в школьной лаборатории и привела его к созданию компании, которая изменила современный мир. Билл Гейтс начинал не с филантропии. Он начинал с кода. Родился он в 1955 году в Сиэтле в обеспеченной семье. Отец адвокат, мать член совета директоров нескольких банков. Родители не просто поощряли дисциплину, они учили детей соревноваться, мыслить стратегически, не бояться проигрывать. Но Гейтс не был типичным гением-теоретиком. Он мыслил как инженер и как стратег одновременно. Его академическая карьера очень быстро уступила место идее, которая вообще казалась безумием. Сделать какие-то там персональные компьютеры, непонятные, бытовым предметом. В 13 лет он пишет первую программу, игру «Крестики-нолики» на школьном компьютере. В 17 продает первый софт для подсчета трафика. В 75-м бросает Гарвард и основывает Microsoft. В 80-е Windows, доминирование на рынке компьютерных программ. К своим 26 годам Гейтс миллионер. К 31 году самый молодой миллиардер в истории. А в 95-м, то есть в 40, самый богатый человек планеты. Но в конце 90-х Гейтс понимает, софт это, конечно, хорошо, но можно сделать еще больше. В 2000 году он со своей супругой создает фонд Билла и Мелинды Гейтс. На сегодня крупнейший частный благотворительный фонд мира с активами, вдумайтесь, более 50 миллиардов долларов. Гейтс переходит от компьютеров к здоровью, бедности и климату. Фонд помогает, например, привить сотни миллионов детей от кори или малярии. Помните, как за 3 года до эпидемии короны он обсуждал ее с Эпштейном? Так вот, когда ковид был уже объявлен пандемией, он финансирует разработки вакцин, тесты, логистику. Подход очень простой. Мы можем измерить каждую проблему и решить ее данными. В результате фонд Гейтса – это уже не просто благотворительность, это полноценный глобальный игрок. Игрок в сфере здравоохранения, вакцинации, борьбы с эпидемиями. Влияние его там сопоставимо с влиянием целых министерств. В какой-то момент фонд становится одним из крупнейших доноров Всемирной организации здравоохранения. И вот здесь возникает ключевой вопрос. Что происходит, когда международные структуры начинают зависеть от частных денег? Формально ничего криминального нет, но на практике это же подмена приоритетов. Слава Гейтса сделала его символом цифровой эпохи, а там, где символы, появляются мифы. Вот это все чипирование, контроль над погодой, контроль над климатом. Не забываем тезис о том, что миллиардер чуть ли не совладелец Всемирной организации здравоохранения. И он лично решает, когда объявлять очередную эпидемию, какими именно лекарствами ее лечить. Есть упрямые факты. Именно фонд Гейтса внес в бюджет ВОЗ в 2018-2019 году столько же денег, сколько Соединенные Штаты Америки. А если бы фонд Гейтса был государством, то по данным Всемирного банка он бы занимал 91-е место в мире по богатству. Да, конечно, Гейтс напрямую не принимает политических решений, но его фонд определяет, какие проблемы станут главными, а какие второстепенными. Это влияние идет не через идеологию, а через экспертизу. Не через протест, а через исследование. Именно поэтому вокруг Гейтса возникают куда больше конспирологии, чем вокруг того же Сороса. Его власть слишком технократична и слишком плохо переводится на язык эмоций. Когда решения принимаются в таблицах и графиках, всегда хочется объяснить их тайным замыслом. И вот тут мы подходим к самой устойчивой фигуре мифа о мировом правительстве, а именно к фамилии Ротшильдов. О Ротшильдах, как и о Рокфеллерах, у нас есть выпуск. Если вы не видели, то найдите его на канале. В отличие от Сороса и Гейтса, Ротшильды действительно были центром финансового влияния в XVIII и в XIX веке. Это первые настоящие европейские олигархи. Все началось в 1760-м во Франкфурте. Тогда основатель династии Майер-Ротшильд открывает обменник. Это приносит первый доход. Обменных пунктов становится больше, и они объединяются в банк.
1789 году Ротшильд-старший рассылает своих 5 сыновей по столицам Европы: Лондон, Париж, Вена, Неаполь и Франкфурт. У каждого свой региональный банк. Основой стратегии и, как следствие, залогом будущего успеха было сохранение полного контроля в руках семьи. Их банковская сеть финансировала войны, правительства, инфраструктурные проекты по всей Европе. Они кредитовали Великобританию для победы над Наполеоном. Они строили железные дороги, строили Суэцкий канал. В эпоху, когда государственные финансы только формировались, частные банкиры, конечно, обладали реальными деньгами и реальной властью. Но именно эта историческая реальность со временем превратилась в легенду, а затем в универсальное объяснение всего непонятного. Ну, добавьте сюда еще антисемитизм. Книгу вроде «Протоколов сионских мудрецов» именно Ротшильдов использовали в качестве главного символа еврейского контроля и еврейского всемирного заговора. Ну, современные Ротшильды — это уже, конечно, не единая династия и не тайный штаб мирового правительства. Сегодня это сеть финансовых и инвестиционных структур. Они главным образом сосредоточены в Европе. Один из наиболее заметных центров — французский банк Ротшильдов, который специализируется на инвестиционном банкинге, слияниях, поглощениях, работе с крупными корпорациями и государственными активами. И вот здесь, в нашей истории, на первый план выходит Ариан де Ротшильд. В файлах Эпштейна она фигурирует как жена владельца корпорации. Сейчас, после смерти Бенджамина Ротшильда в 2021 году, она единоличный владелец всей финансовой империи. Из опубликованных документов мы узнаем, что Ариан де Ротшильд с 2013 по 2019 год десятки раз встречалась с Эпштейном, который был к тому же ее бизнес-консультантом. Они переписывались о семье, об инвестициях, даже о конфликтах внутри династии. Например, в декабре 2018, когда социальные протесты желтых жилетов сотрясали Францию, Ариан пожаловалась на протестующих, которые пытались вторгнуться в семейную парусную лодку в Британии, и через несколько недель в один из ее банков. Когда она намекнула на антисемитские атаки, которые давно нацелены на семью Ротшильдов, Эпштейн предложил эмпатию и практические советы по безопасности. Он советовал забить окна, двери, приобрести микроволновые отпугиватели толпы или очень громкие проекторы шума. Ну, помогло это или нет, неизвестно, но зато мы знаем точно, что за все подобные советы Ариан де Ротшильд платила Эпштейну миллионы долларов. Когда секретные файлы увидели свет, представитель семьи заявил, что мадам Ротшильд никогда ничего не знала о поведении и личной жизни господина Эпштейна. Но самое интересное начинается, когда все эти персонажи перестают существовать по отдельности и начинают работать вместе. Причем не согласно какому-то там тайному договору, а просто потому, что так выгоднее, эффективнее и быстрее. В 2026 году это видно по каждому шагу. Трамп подписывает устав Совета мира в Давосе, то есть, как я уже говорил, там, где элита десятилетиями синхронизирует свои планы. Ну и давайте скажем прямо, Совет мира — это не замена ООН, а это обход ООН. Дальше следим за руками. Кто платит, тот решает. Кто решает, тот контролирует восстановление. Что такое контроль? Это миллиарды долларов. Это контракты. Контракты — это власть. Теперь про бенефициаров. Билл Гейтс финансирует вакцины. Давос продвигает их как глобальный стандарт. Совет мира использует их в постконфликтных зонах. Сорос через открытое общество дает гранты в 120 странах. Его некоммерческие организации мониторят конфликты, лоббируют реформы, формируют нарративы и публикуют об этом многочисленные отчеты. Не исключено, что как бы Трамп и Сорос не ненавидели друг друга, эти отчеты обязательно появятся в проектах Совета мира. Ну а Ротшильды и Рокфеллеры что? Куда без них? Они вкладывают в энергетику, в добычу, в сектора экономики, которые Совет мира назовет зеленым переходом. Ну, то есть, вот она, глобальная сеть. Клубы дают площадку, персоны, деньги и технологии. Институты дают фасад и легитимность.
Кроме того, за это время появился и новый герой, ну куда ж без него, Илон Маск. Его компании влияют на сферы, которые напрямую связаны с национальной безопасностью и геополитикой. SpaceX обеспечивает выведение на орбиту значительной части коммерческих и государственных спутников. Starlink используется не только как независимый интернет, но и как элемент гражданской, а главное военной связи, в том числе и главным образом в зонах вооруженных конфликтов. И ведь что интересно, решение о расширении, ограничении или изменении условий работы этой сети принимаются никаким не правительством, а лично Илоном Маском. Аналогично устроен лоббизм Маска в сфере транспорта и энергетики. Tesla формирует стандарты электрической мобильности, которые затем вынуждены учитывать национальные регуляторы. А еще не забудьте про социальные сети, про искусственный интеллект, который Маск или уже приобрел, или продолжает развивать. Вот увидите, все проекты Илона Маска обязательно войдут в разнообразные программы Совета мира, связанные с новыми технологиями. Но если, конечно, они с Трампом до конца не поругаются. И пусть Маск не заседает в Бильдерберге, хотя кто это точно знает, никто этого точно не знает. Его технологии встроены в сеть сильнее, чем у многих. Он не хочет быть частью мирового правительства, он хочет быть тем, кто его формирует. Поэтому в нем был так заинтересован и Джеффри Эпштейн. Официально известно, что Маск лишь однажды побывал в доме Эпштейна на Манхэттене. Провел он там не больше получаса. Зато вот уже в рассекреченных файлах фигурируют электронные письма за 12 и 13 года. В них обсуждался планируемый визит Маска на остров Литл Сент-Джеймс. В одном из писем Маск спрашивает Эпштейна: «У вас запланированы какие-нибудь вечеринки? В этом году я работал на пределе, поэтому как только мои дети отправятся домой после Рождества, хочу попасть на вечеринку». Год спустя, 31 декабря 2013 года, Маск еще раз спросил Эпштейна в письме, может ли он посетить остров. Тот ответил: «Для вас всегда найдется место». Неизвестно, состоялся ли визит Маска на остров, сам он это отрицал, заявив, что это не он, а именно Эпштейн пытался заставить его поехать на остров. Но Маск типа отказался. Что ж касается досье Эпштейна и его загадочной смерти, то как только в открытый доступ была вброшена очередная порция секретных файлов, в сети начали появляться сообщения о том, что Эпштейн-то жив-здоров, кончина его была инсценирована, а вместо него двойника убили. Тут же всплывает сообщение какого-то бывшего сотрудника тюрьмы, причем написанное в день смерти Эпштейна, 10 августа 2019 года. Работник анонимно сообщил, что к тюрьме подъехал фургон без номеров, в который могли завести заключенного на каталке, и подменить тело. А еще он якобы совсем недавно играл в Fortnite, играл причем из Израиля. В рассекреченных документах по делу нашли геймера под ником Little Saint Jeffy, который, по данным трекеров, мог проявлять активность после 2019 года. Упоминается связь этого юзернейма с финансистом через различные цифровые следы, включая, например, подписку на YouTube. После роста внимания профиль был переведен в закрытый режим. Но это все, конечно, занимательная конспирология. А вот реальность такова. На российских маркетплейсах оформился странный тренд. В топы продаж неожиданно вырвался темно-синий свитшот с надписью Epstein Island. Алгоритмы площадок не сразу успели среагировать на аномалию. И пусть онлайн-магазины спешно удаляют карточки товаров, ссылаясь на нарушение правил, но на место одной заблокированной вещи тут же приходят две новые. Главный вывод нашей сегодняшней истории не в том, что Эпштейн-то может и жив. И не в том, что кого же еще мы найдем в этих рассекреченных файлах. Главный вывод заключается в том, что обществу каждую минуту бросают кости. Давайте обсудим 365 гендеров. Давайте Black Lives Matter обсудим. Давайте джунгли Амазонки. Голод в Африке давайте обсудим. Давайте обсудим демократические нарративы. Золотой миллиард, зеленую энергию, всеобщее равенство. Давайте, пока общество обсуждает все эти тепловые ракеты, люди на островах или в небольших гостиницах или на каких-то курортах встречаются и решают важные проблемы.
Можно назвать это мировым правительством, можно это не называть мировым правительством. Факт остается фактом. Решения принимают те, у кого в руках есть ресурсы. И это ресурс не обязательно деньги. Это технологии, это база данных, это контроль за распространением информации, это медицинские проекты. И вот эти люди, зачастую, они, может быть, даже друг с другом враждуют, но бизнес и политика устроены так, что они вынуждены взаимодействовать. И вот это взаимодействие рождает то, что конспирологи называют мировым правительством. А по факту люди просто пытаются упрочить свое влияние. Когда-то это влияет на государственную политику больше, когда-то меньше, но факт остается фактом. Старой системы управления миром больше нет. Старый мировой порядок закончился, наступил новый, и вот этот мировой порядок определяют какие-то люди. Чаще всего их фамилии на слуху, но есть, наверное, и фамилии, которых мы с вами пока не знаем. Друзья, спасибо за то, что смотрите уроки истории. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч.